Дорогие друзья, всем доброй ночи. Пока еще ночь и пока еще время темных духов, поскольку с 00 до 4 время темной силы. До 3 они более сильные, до 4 начинают ослабевать, но это не мешает провести ритуал, если есть желание. Вот как раз ближе к 4. Прежде чем приступить к этому ритуалу, хочу попросить тех, которые писали мне, которые просили моей помощи и которые ждут ответа на свои вопросы. Дело в том, что у меня СМС иногда теряются, поскольку их сотни. И я попрошу тем, кому я еще не ответила и кто ждет моего ответа, потому что я чувствую, что я должна кому-то ответить, кто-то ждет моего ответа, не могу найти СМС. Мне напишите еще раз, пожалуйста, потому что фотографии, которые вы просили, я просмотрела, но не знаю, куда ответить. Вот пропали среди СМС в WhatsApp. Так что надеюсь на ваше понимание и что вы мне еще раз напишите. Потому что я, если обещала, я должна ответить. И мне как-то неспокойно, что я не могу найти и отправить ответ. Итак, я уже говорила и повторюсь, что нет ведьмы, нет колдуна без ясновидения. Ясновидение – доказательство того, что у этого человека есть связь с духами. Если есть связь с духами, значит, этот человек может колдовать. Если нет связи с духами, значит, этот человек колдовать не может. Он может быть очень начитан, очень умен, очень эрудирован, но не более того. Как ведьма, как колдун он не годится. Поэтому первым делом, первый признак того, что человек обладает силой, это ясновидение. Сейчас там всякие термины вышли. Яснослышание, яснознание и прочее, прочее. Но это все относится к ясновидению. Ясно вижу. То есть то, что сокрыто от других людей. Может ясновидение быть очень сильным, может быть средним, слабым быть не может. Очень сильное ясновидение – это редкость, когда человек сканирует и вплоть до имен говорит все, что есть. Многие люди не понимают, почему создается доверие к определенным, скажем, практикам, да, больше, чем к другим, и они никак не придут к этой мысли, и никак не могут понять, в чем тут причина, в чем тут тайна, секрет. Тайны нету, секретов тоже. Просто человек, который сканирует, который говорит вплоть до имен и до дат происшествий, описывает полностью твою жизнь, этот человек уже сомнений вызывать не может в своей силе и в том, что может помочь. Если человек видит вашу проблему, значит, человек может вам помочь. Если человек не видит вашу проблему, если человек просто тыкает пальцем в небо, не описывая ничего, никакие факты в вашей жизни не приводя, говорит, что у вас какая-то порча непонятная, надо это счищать, значит, этот человек не владеет ничем. Только тот человек, который видит вас и прочитывает всю эту информацию, только этот человек может вам помочь. Потому что если этому человеку дали увидеть ваше прошлое, настоящее, то есть описать вашу жизнь, значит, этому человеку дано и помочь вам. То есть я хочу объяснить людям, на что ориентироваться. Если вы постоянно говорите о том, что очень много развелось и не знаете, кому доверять и что делать, то я вам говорю, кому доверять. Не тем людям, которые вам рассказывают легенды о каких-то великих переселениях душ, о каких-то там передвижениях между планетами и прочее, а тем людям, которые видят вашу жизнь, которые вам описали, словно сидят прямо вот возле вас и в вашей комнате и видят вашу проблему. То есть увидели ваше прошлое, настоящее, описали имя, то есть имена, даты, как можно больше совпадений. Вот тогда этот человек действительно ясновидящий, действительно ведьма, действительно медиум, действительно человек силы, который может и видеть, и помочь. Собственно говоря, на этом моя лекция закончится, и перейдем к практической части. Дорогие друзья, значит, этот ритуал для
практиков, для тех людей, у которых уже есть ясновидение. Время от времени ясновидение нужно усилить, убрать вот эти засоряющие ненужные элементы, призвать сил, которые отвечают за ясновидение, и чтобы они больше раскрыли нам тайну сокрытую. И со временем я учила, у меня есть несколько ритуалов, они вошли в книгу. Там есть, значит, получить всевидение у мертвых. Да, я там научила, как пятаками из кладбища время от времени ложить себе на глаза и призвать определенные силы. Но учтите, что это можно провести, конечно, только практикам. И вот еще один ритуал вам в помощь. Время от времени, раз в месяц, раз в неделю, когда вы устаете, когда вы чувствуете, что вы уже просто без сил, призвать те силы, которые отвечают за ясновидение, чтобы они усилили. У кого нет ясновидения, у тех этот ритуал не откроет, даже пробовать не стоит. Если вы просто гадаете на картах, значит, вы не ясновидящие, и поэтому вам тоже это провести незачем. Ваши гадания лучше от этого не станут. А вот человек, который ясновидящий, время от времени себе поможет усилить свое ясновидение. Со временем учтите, что годам к 40 и дальше ваше ясновидение до шокирующих размеров просто разрастается, становится настолько уже сильным, что вы практически сканируете человека. Вы можете только по одному имени человека, только даже как бы по голосу человека полностью расставить все по полочкам, рассказать о человеке все досконально, все как есть. Итак, вам будет нужна черная свеча. Этот ритуал можно провести с 00 до 4 часов ночи. И больше ничего. Черная ткань, черная свеча. Смотреть на свечу и читать. Смотреть и читать. Извиняюсь, уже мне язык заплетает. Духи темного хаоса, взываю к вам. Обернитесь один вороном, второй волком, третий орлом. Проведите меня по ту сторону жизни, в тайну вселенскую. В тайне то и ответы на все вопросы. Там, где судьбы людские свершаются, там, где духи древние обитают, о духи темного хаоса. Дайте больше, в 100 раз больше ясно видеть, ясно знать, ясно думать. Дайте мне видеть то, что видят духи вселенские. Дайте мне видеть то, что видят души мертвые. Дайте мне видеть то, что видят птицы на небесах, муравьи под землей, звери в логово, змеи в пещерах. Да услышу я рассказ ветра, да увижу я мысли воды. Солнце, дай силу ясновидению моему, луна, дай тайну мыслям моим. Земля, покажи мертвецов, небо, покажи духов. Имеющий глаза, да увидит, имеющий ухо, да услышит. Духи хаоса, дайте увидеть сокровенные, сокрытые, тайные, да будут услышаны мои слова. Ясновидение мое 100 раз усилилось. Читать этот заговор нужно столько раз, пока вы не заметите, что у вас начинает кружиться голова. Вот когда уже все расплывет перед глазами, тогда прекращайте. И лучше это делать ночью и лечь спать. На следующий день вы заметите, что вы значительно больше видите. Время от времени у нас от усталости начинается появляться пелена. Эту пелену надо убирать. И желательно вот этим заговором, который я вам дарю в помощь. Всем удачи!